Всем привет! С вами сегодня опять я, Никита Панов. Приветствую всех на канале Forensics.ru. И сегодня мы будем говорить о такой интересной штуке, как eDiscovery. В этом нам сегодня поможет наш гость. Это Юрий Тихоглаз, который у нас является старшим менеджером Forensic Technology Solutions в компании CSI Group. Юра, привет! Привет. Мы рады тебя видеть. Расскажи, о чем ты сегодня будешь нам рассказывать. Извините за тавтологию. Ну, как ты уже сказал, мы будем говорить про eDiscovery. Но прежде чем начать говорить о том, что такое eDiscovery, нужно понять, что такое Discovery в принципе. Это все пошло из американской системы права. Если быть точным, из арбитражных процессов. В начале 20-х годов прошлого уже века американские юристы и судьи решили немножко систематизировать процесс того, как предоставляются доказательства в ходе арбитражных и гражданских разбирательств. И была создана процедура Discovery, когда еще до начала разбирательства все стороны сначала делают запросы друг к другу, потом происходит раскрытие доказательств, что, собственно, и называется процедурой Discovery. И в большинстве случаев уже после того, как доказательства были раскрыты, что-то дополнительно уже нельзя добавить. Но со временем, естественно, стало большое количество электронной информации, которая имеет отношение к делу. И в начале 80-х годов правила по раскрытию немножко модифицировали и к ним добавили правила по работе с электронными доказательствами, структурированными и неструктурированными. И все это называется eDiscovery, то есть процесс извлечения, процесс обнаружения, извлечения, обработки, анализа и раскрытия электронной информации в ходе судебных разбирательств называется eDiscovery. Вот смотри, у меня сразу вопрос. То, о чем ты сейчас говоришь, по шагам, очень похоже на типичное исследование в рамках форензики. Вот как раз сбор, получение, анализ. Вот эти шаги, тогда в чем отличие форензики в классическом понимании? Смотри, во-первых, eDiscovery может в себя включать шаги по классической форензике. eDiscovery — это по сути, это процесс расследования. Здесь все зависит от того, какие вопросы были заданы. Сейчас eDiscovery, помимо того, что это используется в судебных разбирательствах, это может быть, например, какое-нибудь внутреннее расследование в крупной международной компании. А уже идти с этими результатами или не идти с этими результатами в суд решают они сами. А здесь же это по большей части расследование как таковое. То есть в классической форензике, да, у нас вопросы выглядят: заходил ли данный субъект на такой-то веб-ресурс в течение определенного периода времени. В eDiscovery и в арбитражных разбирательствах вопрос выглядит примерно так. Предоставьте всю релевантную переписку, относящуюся к заключению контракта с фирмой Y за период времени, например, 2001 год. То есть это какие-то более объемные массивы данных? Да. То есть отличие, что eDiscovery — это более глобальная история. В чем отличие с классической форензикой, я расскажу чуть-чуть попозже, на следующих слайдах. А здесь я хочу еще рассказать, что со временем, как это происходило, есть специальные системы для раскрытия информации и анализа, но объемы по информации, они непрерывно растут. И со временем поверх eDiscovery стали применять машинные алгоритмы для анализа. На текущий момент есть примерно 3 протокола,
по работе с машинными алгоритмами в рамках eDiscovery. Называется Technology Assisted Review или TAR. И сейчас такого вот подхода 3, по некоторым сведениям, 4 протокола. Как с этим работать? Если вкратце, то это, скажем так, некоторая машинная помощь для аналитиков, которые производят анализ вот этих вот больших данных, потому что у нас в отделе была шутка есть, что читать чужую переписку интересно только первые 2000 писем. Это ни разу не шутка, и в среднем аналитик за сутки просматривает от 500 до 1000 документов за рабочий день. Подожди, он это, да, сорян, что перебиваю, он прям вручную или все-таки это инструментальный метод? При классическом подходе eDiscovery, то вручную. Опять же, да, как построен процесс, я чуть-чуть позже расскажу. Я понял, ты расскажешь, хорошо. Вот. И, естественно, у человека глаз замыливается, плюс разные люди по-разному воспринимают информацию, качество не всегда равномерное между разными аналитиками, которые проводят исследования, а хочется иметь стандартизированное какое-то качество, плюс если что-то не раскрыто в ходе расследования, это зачастую фирме грозит достаточно большими штрафами. И специально для этого применяются такие машинные алгоритмы. Но давайте сейчас поговорим именно о том, почему компьютерная криминалистика отличается от eDiscovery. В компьютерной криминалистике у нас относительно небольшие объемы данных, причем данные однотипные. Это могут быть образы компьютеров, это могут быть образы мобильных телефонов и так далее. Именно ближе к самому устройству. Да? Плюс у нас всегда есть четко сформулированные вопросы для экспертов от юристов. Ну, как я уже говорил раньше, там, заходил ли субъект на тот или иной веб-ресурс? Есть ли признаки вредоносной активности на данном устройстве? И так далее. И главное еще отличие, что результатом является заключение эксперта или специалиста, ответом на поставленные вопросы. Выгрузка информации может быть сделана и приложена к этому заключению как дополнительное доказательство, а может быть не приложена. В eDiscovery немножко по-другому. Здесь у нас работа с большими объемами разнородных данных. То есть, как я уже говорил, если приходят с вопросом «предоставьте всю релевантную информацию относительно той или иной сделки», выгружается все. Это может быть образы компьютеров, это будет переписка, выгруженная с сервера, это будет информация, содержащаяся на сетевых хранилищах, это может быть информация из каких-нибудь аккаунтинговых систем, внутренний документооборот. В общем, все те источники, которые могут потенциально содержать релевантную информацию. Плюс зачастую отсутствуют четко сформулированные вопросы. И, в принципе, неизвестно, что искать. Яркий пример какого-нибудь eDiscovery проекта, когда в крупной компании есть некоторый whistleblower, да, то есть человек, который позвонил на горячую линию и говорит, что вот у нас в компании нарушаются политики по антимонопольному законодательству. Естественно, никаких супер подробных деталей он в рамках этого звонка или сообщения на горячую линию не раскрывает, но компания обязана провести расследование и проверить, есть ли нарушения, нет ли нарушений. То есть вопрос очень размытый. Плюс, если что-то было найдено, оно должно быть раскрыто. Но в случае, если у нас антимонопольное законодательство нарушается, это раскрытие регулятору. Если это в ходе арбитража, то другой стороне. И раскрытие для суда в рамках судебного разбирательства. Там присутствует четко определенная форма, по которой эта информация предоставляется. И выгрузка вот этой вот самой информации, да, то есть доказательством будет являться не заключение специалиста, а именно сама выгрузка, подтверждающая или опровергающая вот такие обвинения. Юр, а вот вопрос такой.
Вот указано все-таки у тебя, да, ну там работа с большими объемами разнородных данных. Это все-таки данные такие, скажем, больше формальные, то есть это там переписки, документы, какие-то выгрузки финансовые, или это могут быть, допустим, 300 часов телефонных разговоров, там 500 часов видео, и это тоже надо будет перелопачивать. Сильно зависит от кейса, это все-таки редкие случаи, когда у тебя есть записи телефонных разговоров. Здесь это больше про рабочую корпоративную историю, потому что здесь есть еще очень серьезный момент, относящийся к работе с персональными данными. Зачастую там записи телефонов, видео, очень сложно разобраться там с персональными данными, да. Но такое тоже случается. То есть зачастую современные Discovery платформы поддерживают работу в том числе с медиаконтентом, с аудио, с видео. Например, та платформа, которая используется у нас в компании, она, например, если в нее загрузить аудиофайлы, медиафайлы, она сделает их транскрипцию и сделает их доступными для поиска. Но я думаю, ты как раз сегодня и про инструменты это расскажешь, и даже, насколько я знаю, покажешь что-то нам. Да, естественно. Все, супер. И, собственно, вот то, что я говорил раньше, у нас для раскрытия в рамках eDiscovery есть вполне определенный формат. Формат определяется в рамках каждого конкретного судебного заседания. Как это будет предоставлено, очень по-разному это бывает. Это может быть раскрытие в электронном виде, это может быть раскрытие в виде распечатанных документов. Все зависит от конкретных требований того или иного, может быть, даже судьи. Да? Зачастую у них, как я уже говорил, очень жесткие санкции за неполное раскрытие, за нарушение сроков и за уничтожение доказательств. В том кейсе, который мы сегодня будем разбирать, там произошло уничтожение доказательств, и по результатам вот этого вот самого кейса в Штатах было 5 крупных фирм консалтинговых и аудиторских. После этого кейса их стало 4. Это крупные? Действительно были крупные фирмы? Естественно. То есть, если сейчас погуглить Big Four, да, то есть большая четверка, вот как раз там в районе, когда происходил этот кейс, было Big Five. Это было Big Five, да. Понятно. Какой, кстати, год? Может, мы погуглим. Это в районе 2000-х. То есть там с 2001 по 2004. Все, понял. Что еще нужно знать? Да? Что в рамках eDiscovery есть такой своеобразный фреймворк, который называется EDRM. Это расшифровывается как eDiscovery Reference Model. То есть стандартный подход к проведению проектов по eDiscovery. И он делится на несколько шагов. Первый шаг – это идентификация. На этом шаге определяется, где и какие потенциально релевантные данные содержатся. На этом этапе проводится интервью с сотрудниками, с айтишниками. Выясняется, где что лежит и как до этого добраться. То есть это опять-таки классические опросные листы, или это как по-другому делается? Это опросные листы, это интервью. После этого этап Preserve and Collection, то есть защита и сбор данных. То, что мы любим, да, снять образ с компьютера, выгрузить информацию из почтового сервера, с мобильных телефонов и так далее. После этого наступает процесс по обработке данных, потому что образ зачастую содержит достаточно большое количество, с одной стороны, нематериальных данных, файлы операционной системы, например, да, они не имеют отношения к заключению сделок. Поэтому нематериальные файлы из рассмотрения исключаются. Фильтрация по NSRL происходит, убираются из образа, например, бинарники, выполняемые программ и так далее. То есть можно это назвать таким санированием образа, да? Фильтрация, да, санирование. Плюс, зачастую на этом же этапе исключаются файлы, не относящиеся к рассматриваемому периоду. Например, если у нас в запросе четко определен
период, за которую информация должна быть раскрыта. Здесь происходит фильтрация по этому периоду. Помимо этого, здесь же происходит то, что называется процессинг. Если у нас в нашем образе содержатся файлы, например, архивов, эти архивы должны быть распакованы. Тоже относится к вложениям в электронную переписку. Она должна быть извлечена и обработана как отдельные документы. Здесь же на этом этапе происходит OCR. Если у нас присутствуют сканированные документы, не содержащие текста, происходит их распознавание, извлечение текста. После всего этого происходит индексация. На этом же этапе начинается анализ данных. То есть садятся сотрудники, подготавливаются списки ключевых слов, по которым происходит поиск по всему массиву данных. Эти сотрудники зачастую видят только те документы, которые содержат ключевые слова, в соответствии с теми инструкциями, которые им дали юристы, отмечают документы как релевантные или нерелевантные. Сейчас, секунду, еще такой вопрос. Если, ты говоришь о документах, если взять такой случай, когда переписывались экторы, один эктор другому в документ вставлял, скажем, зашифрованное послание, как бы это там ни звучало, смешно или нет, в каком-то форме какого-то кода, неважно, смайликами он это шифровал, есть инструменты, которые сейчас эмоджи умеют зашифровывать и расшифровывать, то каким образом этот документ рассматривается? Ты сказал, что прикладывается документ. Прикладывается документ, в нем смайлики, но вы понимаете сами при расследовании, что эти смайлики – это шифр. Это как-то отдельно описывается, что документ официальный, а эти смайлики, если, так сказать, расшифровать, получается действительно какая-то полезная информация. Смотри, чаще всего это выглядит как? Юристы предоставляют список ключевых слов. Например, взятка. Да. То есть мы хотим видеть все документы, содержащие слово «взятка», и, например, при этом от одного актора другому. Да. Если там это написано смайликами, в скоуп, то есть в рассматриваемую область, это не попадет. Но те же самые юристы могут сказать, давайте повнимательнее на этих двух субъектов посмотрим, и посмотрим всю их переписку между собой. Если там есть какой-то файл, который зашифрован, например, если приложен zip-архив, закрытый паролем, естественно, система, не зная пароль, этот файл не распакует. Да? Соответственно, наткнувшись на такой файл, мы, как люди, которые занимаются анализом, этот файл пометим красным флажком, и дальше уже будет зависеть от юристов, да, как мы будем с этим файлом работать дальше. Будет ли запрошен пароль у субъекта? Или же, например, мы получим официальное разрешение на подбор пароля для данного файла. Это может не сработать, но тем не менее, да. Или же мы можем поискать в переписке этого же самого субъекта информацию о пароле к этому конкретному файлу. Может быть, он отдельным письмом выслан, может быть, он выслан смс-кой. Соответственно, мы будем смотреть, есть ли этот пароль где-то рядом. В общем, такие вещи возможно все равно провести. Естественно. Но это, что называется, case by case. Это делается уже целенаправленно, когда мы столкнулись с каким-нибудь техническим случаем, с такой технической проблемой. Обычно процесс анализа и вычетки документов происходит в несколько этапов. И зачастую это выглядит так, что сначала один человек читает документы, читает переписку, смс-ки, документы, и отмечает их как релевантные или нерелевантные. Это первый этап ревью. После него еще один человек, например, более, скажем так, опытный юрист или более опытный сотрудник, опять проходится по документам, которые были отмечены как релевантные,
и выборочно проходится по документам, которые были отмечены как нерелевантные, для того, чтобы убедиться, что ничего релевантного не было отброшено. Когда этот процесс заканчивается, у нас остается чистый массив, который считается релевантной информацией. Из этого массива формируется выгрузка, которая предоставляется дальше для юристов, для раскрытия другой стороне или для раскрытия регулятору, в зависимости от того, для чего проводится данный процесс. Или же, например, дальше эта информация анализируется и пишется отчет, если это у нас, например, внутреннее расследование. Это все, что касается иностранной юрисдикции, да, то, что касается американского это суда. Мы еще то, что... до российских реалий не дошли еще даже, да? Да, до российских реалий мы не дошли. В России, на самом деле, с eDiscovery у вас есть шанс столкнуться, или же, если вы работаете в крупной международной компании или с юристами, которые работают с крупными международными компаниями, где это применимо, где процесс eDiscovery применим, да? Или же, если это внутреннее расследование какое-то. В России вот такая вот выгрузка из информационных систем зачастую как доказательство не принимается. У нас принимается либо заключение специалиста, если это в досудебном порядке проводится, или же как заключение эксперта, назначенного судом в рамках судебного разбирательства. Что у нас вообще, в принципе, может быть предоставлено в качестве доказательств? Да? То есть АСИС, само устройство, сами документы, опять же, да, там заключение специалиста или эксперта. Дополнительно, вот то, про что у нас очень любят шутить, но что на самом деле является достаточно такой усиливающей историей, это нотариальное заверение. То есть ходит шутка про нотариально заверенные скриншоты, но это вполне себе работает как доказательство в суде. И, например, нотариус может сам назначать экспертизу. То есть прийти к криминалисту в экспертную организацию и запросить экспертизу. На выходе будет заключение специалиста, которое будет еще при этом заверено нотариально. То есть у нас не просто образ компьютера, снятый с устройства, а есть еще нотариальное подтверждение, что этот образ был снят в присутствии нотариуса, и нотариус подтверждает, что вот этот вот образ идентичен устройству, с которого оно было снято. Зачастую это добавляет веса в суде, потому что нотариусы, они люди, зарегулированные государством, и к их, скажем так, слову зачастую прислушиваются больше, чем к заключению специалиста. И, соответственно, если у нас есть заключение специалиста, которое было запрошено нотариусом, и нотариус подписывается под этим заключением в том числе, да, то в суде у такого заключения немножко больше шансов. Вот. Ну и то, что у нас нет общепринятых стандартов, доказательства не выделены как отдельный вид доказательств, это вот я уже про это сказал. А вот, не знаю, есть ли у тебя такая статистика, но если нет, то ты можешь, в принципе, там как профессиональным взглядом прикинуть. Вот количество дел, так сказать, рассматриваемых в суде с предоставлением данных по eDiscovery в Штатах, на Западе где-то и в России, так, в год. Слушай, несопоставимо, потому что в России их практически нет. В России это чаще всего заканчивается в досудебном порядке. Потому что в России чаще всего это внутреннее расследование в компании. Например, работодатель хочет знать, не нарушают ли сотрудники какие-то внутренние политики. Если нарушают, то с вот таким вот отчетом, написанным по результатам процедуры Discovery, они приходят к этому сотруднику, кладут его на стол и спрашивают, а как мы будем поступать дальше? Мы можем пойти в суд, можем не пойти в суд. Чаще всего это заканчивается в досудебном порядке. А с твоей точки зрения, почему в России работодатель не идет в суд?
Слушай, работодателю проще уволить сотрудника, как мне кажется. Проще, чем на Западе. Наверное. Вот. На Западе это используется в арбитражах, это используется в гражданских делах, это точно так же используется в кадровых каких-то историях. Но у них есть четко прописанные правила использования такого рода доказательств в суде. У нас этого, к сожалению, нет. Вот. То есть вот эти вот самые правила, которые в 1920-26, по-моему, году появились, касающиеся процесса discovery, касающиеся процесса досудебного раскрытия информации, да, и в которые в 80-х годах добавили раздел по e-discovery, у нас этого, к сожалению, нет. Как я уже сказал раньше, у нас может быть заключение специалиста передано в качестве доказательства или заключение эксперта в рамках самого суда. То есть может быть назначена судебная экспертиза. Пришло, наверное, время поговорить про тот кейс, про который я обещал, и показать, что из себя представляет платформа eDiscovery. Давай. На самом деле это не совсем платформа eDiscovery, это скорее платформа для анализа разрозненной информации. Ее используют журналисты. То есть это не forensic tool как таковой, это инструмент для проведения расследований, журналистских расследований. В нем нет некоторого функционала, к которому, например, я привык в рамках eDiscovery проектов. И, наверное, поговорим немножко про сам кейс. Подожди секундочку. Ты говоришь журналисты, но журналисты все-таки, я думаю, в большинстве своем это не профессионалы в IT. Как они учатся пользоваться таким инструментом? Они это просто вот самоучки, то есть они где-то находят мануалы, читают, используют потом? Нет. Это ассоциация дата-журналистов. Такая есть. Ну да, то есть... Нет, не так. Международная ассоциация Investigative Journalism, то есть журналистов, которые занимаются журналистскими расследованиями. Ну и там, соответственно, есть специально обученные люди. У них достаточно большое количество людей, которые им помогают, в том числе айтишников. Они в том числе занимаются анализом тех данных, которые есть в утечках. Из недавнего, это там утечка Пандоры. Собственно, как я на это наткнулся, на эту конкретную систему. Я полез смотреть, что там есть у Пандоры, наткнулся на то, что вот эти вот журналисты, которые занимаются анализом утечки Пандоры, используют вот эту вот самую систему. На самом деле достаточно похоже на проекты по eDiscovery в том плане, что большой массив, сколько у них там, 15 гигабайт данных, это уже прилично, да, то есть после извлечения. Разрозненная информация, по которой нужно искать, которую нужно анализировать, в которой нужно находить информацию, которая представляет интерес и проводить расследование. Да? Здесь в систему загружен массив по кейсу Enron. Это была крупная американская, техасская компания, одна из крупнейших, которую в начале 2000-х уличили в креативном бухгалтерском учете. То есть, это действительно такой термин существует. Они своим акционерам отдавали отчеты весьма раздутые, что у них все хорошо. На самом деле компания находилась в долгах. Аудиторская фирма, которая им делала отчетность, их в этом покрывала. Они использовали весьма интересную схему, раздувания своих прибылей. И в итоге, когда все вылезло наружу, был очень громкий скандал. Их призвали к ответу. Большое количество руководства, высшее руководство этой компании село в тюрьму. А главное, собственно, в рамках расследования того, что у них там происходило, проводились процедуры eDiscovery, и
тот массив данных, который был опубликован в суде, он общедоступный. То есть можно зайти в Google, вбить Enron Dataset и, например, сайта Конгресса, библиотеки Конгресса США, можно скачать этот самый массив для того, чтобы с ним поиграться. Он превратился, по сути, в стандарт де-факто для тестирования систем eDiscovery, потому что его все знают вдоль и поперек. Он достаточно большой, он достаточно разнородный, и на нем можно потестировать, как системы работают. И, собственно, в эту систему я сейчас и загнал этот самый массив для того, чтобы его поанализировать. Угу. Давай. По сути, здесь загружена переписка 50 субъектов. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть строка поиска, у нас есть дополнительные поля метаданных, по которым можно искать. Ну и, собственно, все, что тут на самом деле есть. У нас есть такая замечательная вещь, как Raptors. Смысл в том, что, чтобы раздуть свою отчетность, вот эта вот компания использовала серию подставных компаний под названиями Raptor. Угу. Они им продавали и таким образом раздували свою выручку. Подожди, пока ты показываешь, просто чтобы объяснить, это серверное приложение с веб-интерфейсом, которое ты развернул где-то локально. Не совсем так. Вот эта вот конкретная инсталляция – это локальная история. То есть да. это локальная установка. Эта же самая система может быть развернута как сервер для работы одновременно нескольких людей. Как это выглядит? Вы, например, договариваетесь, что определенные ключевые слова отсматривает один человек, другие ключевые слова осматривает другой человек и так далее. Угу. И вот сейчас я сделал запрос по ключевому слову Raptor. Система вернула нам список документов, где оно содержится. Запросы на самом деле могут быть более сложными. Ну, например, давайте немножко его усложним, да? Есть такая штука, как Proximity Search. Ну, то есть приближенный поиск. Мы хотим увидеть слово «раптор», которое встречается от слова «схема», не дальше, чем в 5 словах. Угу. Не нашлось. Пусть будет 15. Как водится, визит-эффект, да? Ну, пусть будет хотя бы просто «раптор» и «схема» в одном документе. Может быть, я, конечно, просто ошибся. В дорке конкретном. Ну да, то есть, может быть, я... И вот у нас нашелся документ, где встречаются. Да. Давайте его посмотрим. То есть мы открываем этот документ, и у нас здесь на самом деле подсвечены искомые слова, да. А помимо всего прочего, этот же самый документ я прогнал после того, как загрузил в систему такую вещь, как извлечение именованных сущностей. То есть система умеет определять, какие сущности присутствуют в документе. Например, компании, люди, организации, места, суммы, ну и так далее. И, например, мы хотим видеть переписку не просто где есть вот этот вот email, да, но мы хотим видеть всю переписку, где упоминаются определенные люди, да, что это именно в контексте людей. И вот здесь есть информация об людях, которые упоминаются. А каким образом система понимает, что это имя? Она анализирует язык. Даже так? Да, она анализирует язык, то есть это история, завязанная на конкретный язык. И хорошо работает она, в первую очередь, естественно, с английским. И с русским языком она работает несколько ограниченно. И вот у нас сейчас выделился документ, да, в котором есть Сара, и у нас есть полный список всех именованных сущностей, которые встречаются в данном документе. То есть люди, организации,
Goldman Sachs, ну и так далее. Какой-то аналог отечественный, российский, или хотя бы аналог, который поддерживал бы русский язык, существует? Эта система поддерживает русский язык. Просто вопрос в том, что именно она умеет распознавать. То есть persons, то есть людей, они умеют все. Даже на кириллице вот это, да? Все? Да. Заодно покажу, как работает эта система. Да? Во-первых, первое, что вы делаете, когда хотите проанализировать данные, вот у вас есть, предположим, выгрузка из почтового сервера. Вы кладете ее в определенную папочку. Здесь это выглядит так, да, то есть у меня в моей папке пользователя есть папка Data Share. Угу. В нее имеет смысл сделать еще одну подпапочку, и в нее просто кидается весь тот массив информации, неструктурированный, какой только можно придумать. А этот массив, это могут быть просто разрозненные файлы? То есть ты прям, грубо говоря... Именно разрозненные файлы. То есть это может быть PST-архив, выгруженный из Exchange. Это может быть просто содержимое сетевой шары сотрудника. Это может быть zip-архив с файлами, которые там логическим образом были скопированы. Оно не поддерживает, к сожалению, криминалистические контейнеры. То есть вот эта система, она не поддерживает криминалистические контейнеры. То есть ей нельзя скормить E01 образ. Ей нельзя скормить AD-файл, который вам FTK после логического коллекшена сделает. Виртуальный диск, видимо, тоже нельзя. Виртуальный диск тоже нельзя. Это именно про работу с файлами. То есть, если вы хотите зачистить по NSRL, если вы хотите как-то предварительно обрабатывать, это вам нужно будет делать самостоятельно. А можно, допустим, есть контейнер, монтируем и скармливаем ему ссылку на весь диск. Да, так можно. Так можно. Вот. И вот здесь есть, собственно, тавка, которую можно создать для анализа документов. Первым делом мы делаем экстракт текст. Она, в смысле система, пройдется по всем папкам, которые вот в этой папке Data Share есть, найдет все файлы, с которыми она умеет работать. Например, это может быть PST-файл, это может быть zip-архив, это может быть PDF-ка, что угодно. И попытается извлечь из нее текст. Даже не так. Она сначала попытается извлечь содержимое. Например, если у нас есть вложение в PST-шку, то есть в электронную почту, да, она это вложение сохранит отдельным файлом. И отдельно для письма и вложенного файла попытается извлечь из него текст. Например, у нас есть письмо, в которое вложена сканированная PDF-ка. В этом случае она извлечет текст из письма электронной почты, наткнется на PDF-ку, увидит, что текста в ней нет, и попытается ее отосиарить. То есть извлечь из нее текст. То есть графическое распознавание текста есть. Да, оно здесь есть. После того, как она обработала все те файлы, которые мы положили в нашу папку, они становятся доступны для поиска. Вот так. Вот они в этом списке появляются. Но здесь не будет информации об этих самых named entities. Для того, чтобы они появились, мы запускаем еще одну задачку, которая, собственно, эти самые именованные сущности и извлекает. И тут разные плагины есть для работы с именованными сущностями. Во-первых, самое простое, что она может сделать, это найти email-адреса. Она делает это по регулярным выражениям. Да? Все, что выглядит как электронная почта, попадает в именованную сущность электронная почта. А дальше начинаются разные движки NLP, то есть обработки естественных языков, которые пытаются определить эти самые именованные сущности. Вот этот самый core NLP с русским языком работает. Остальные, кто-то работает, кто-то не работает. При этом он самый шустрый. Оно может работать офлайн,
Ну и в принципе... Шустрость, какова шустрость, как бы? Смотри, я вчера запустил задачу по извлечению именованных сущностей на вот этом вот всем массиве. Там 500 000 документов. 500 723, что ли. Ну, такого среднего размера, там, да, мегабайта где-то. Ну, да, средняя по больнице. Единственное, что нужно учесть, что здесь этот массив, он только про почту. Да? Он без вложений, он без сканированных документов. Довольно синтетично так. Да. Запустил я его где-то в 12 часов дня вчера, и сегодня к 6 утра он закончил это все обрабатывать. Это при том, что там SSD-диск, сколько оперативы, можешь тоже подсказать? Да, это SSD-диск, это 8 гигабайт оперативки. Это на самом деле минимальный. То есть этой штуке нужно много памяти. Ну, надо думать. Вот, особенно если вы хотите OCR. В этом случае, чем больше вы отсыпете ресурсов в такой системе, тем это будет лучше. Ну и самое как бы неприятное для меня, здесь нет нормального продакшена. То есть здесь нет возможности выгрузить информацию из системы в виде доказательства. В чем разница? То есть вы можете выгрузить сами файлы, ну, например, в нашем поиске, да, мы можем сказать download results, и он скачает все эти файлы в zip-архиве. Это один из видов возможных предоставления и раскрытия информации, но зачастую требуется чего-то большего. Например, вам нужно предоставить это в виде PDF-ок, которые не редактируются. Ну, то есть сканированных PDF-ок, да, из которых нельзя скопировать текст. Да еще желательно при этом замазать какие-нибудь определенные слова, ну, например, имена сотрудников, а поперек всего документа пустить watermark confidential. Этого здесь вы не получите. Здесь вы только, что называется, native сможете выгрузить. Ну, видимо, инструмент, потому что бесплатный. Во-первых, бесплатный. Во-вторых, он предназначен немножко для другого. Да? Он предназначен для журналистских расследований. То есть журналист нашел... вот еще момент, который я не показал. Да? Мы заходим в документ, и здесь есть кнопка Mark as Recommended. То есть здесь нет возможности выбрать несколько, ну, скажем так, тегов, да. Мы можем добавить дополнительные ярлыки на документ, но это не очень удобно. Мы можем условно создать новый тег и там в дальнейшем документы помечать этим тегом. Ну, например, там, если бы у нас было что-то по Raptor, да, мы бы создали тег Raptor и помечали эти документы. Здесь, чтобы пометить документ как релевантный, мы нажимаем вот эту вот кнопку Unmark as Recommended, точнее, Mark as Recommended. Здесь есть еще звездочка. А звездочка и Mark as Recommended разницу какую-то имеют? Или там звездочка это типа вообще топчик? Ну, типа того, да, то есть это ход. Вот. А здесь дальше есть вкладка Recommended by, и мы можем видеть, сейчас давай очищу поиск, поставим Recommended by me, да. И вот он, то, что я отметил как релевантное, вот он здесь в отдельном фильтре показывает. То есть можно, в принципе, проводить процесс ревью, да, то есть можно видеть, кто сколько отмечал как релевантно. Проблема в том, что ты не увидишь, что он смотрел и отметил как нерелевантно. В принципе, так выглядит система eDiscovery, простая ее итерация. Я на самом деле хотел показать, как выглядит работа с Technology Assisted Review. Это тоже бесплатный инструмент, условно бесплатный. Здесь я буду показывать такой синтетический кейс, потому что не успел скормить ему
энроновский кейс, да, потому что его нужно будет зачищать от всякой служебной информации, связанной там, с электронной почтой. Там не лучший формат для восприятия. Вот, поэтому я ему скормил замечательную книжку под названием «Алиса в стране чудес». Опять же, да, она бесплатная. Система называется Data IQ. Это не специализированная система для проведения Technology Assisted Review. Это стандартный инструмент для дата-аналитика. Это инструмент, в котором можно взять большой объем, в этот раз уже структурированных данных, построить по нему модели, обучить эти модели и каким-то образом их проанализировать. Здесь я создал проект TAR-тест, который, собственно, и загрузил книжку по прохождению молитвы. Да. Она разбита на абзацы. Каждый абзац забит в ячейку таблицы. Ну и плюс какая-то дополнительная информация, которая пришла из Гутенберга. Это открытый архив произведений, которые являются общественным достоянием. Да? Здесь есть такая штука, как веб-приложение. И Я так понимаю, сорян, что перебиваю это, я так понимаю, что тут тоже, так сказать, поддержки русского нет, скорее всего, да? Нет, она есть. Она есть. Просто вот реально это было быстрее сделать. И на самом деле вот то, что вот сейчас вот вы видите, да, это более похоже на то, как вы работаете в системе eDiscovery. У вас есть некоторое представление информации, которую вы анализируете. Ну, это чаще всего письмо или документ, который вот выглядит так. И у вас есть кодинг-панель. И здесь вы видите, например, что-то подсвечено как найденное, да? Ну, например, здесь Алиса, да? И мы вот этот вот кусок отмечаем как relevant, нажимаем «Сохранить» и перейти к следующему. И нам опять прилетает кусок, который мы должны определить, relevant или не relevant. И так вот до того момента, когда мы не закончим с процессом ревью. Но в данном конкретном случае, здесь мы вот эту вот разметку проводим не для того, чтобы получить финальный результат, а для того, чтобы сформировать начальную обучающую выборку. То есть то, что мы размечаем, оно на самом деле попадает в отдельную табличку с результатами разметки. Да? И вот это мы можем использовать для того, чтобы здесь натренировать модель. Ну и, соответственно, чем больше, тем лучше, да, но при этом, я так понимаю, не обязательно заморачиваться прям до конца, то есть там сделать... Именно размечается обычно какая-то относительно небольшая статистически выверенная выборка, да? Мы говорим, что мы, например, хотим в качестве обучения использовать, предположим, 10%. После этого мы обучаем модель, смотрим, что эта модель выдала, и результаты того, что нам эта модель предоставила, опять смотрим, уточняем. На результатах нашей вот этой вот повторной разметки нам веса модели меняются, и мы получаем еще более уточненный результат. И так это итеративно происходит до тех пор, пока либо модель не выходит на плато, то есть точность модели не улучшается, либо то все документы были размечены. После этого еще делается проверка качества, проверяются те документы, которые модель посмотрела и сказала, что это нерелевантные, чтобы убедиться, что ничего из того, что действительно релевантное, в нерелевантное не уехало. И уже после этого вывод этой самой модели идет точно так же на раскрытие информации и предоставление в суде. Чаще всего вместе, вот в случае с ТАРом, в ходе раскрытия запрашивают информацию об обучающей выборке.
такая достаточно щекотливая ситуация, когда у вас не только релевантные документы запрашивают, но и те документы, которые использовались для обучения моделей, которые признаны нерелевантными. Да, там небольшая относительно по объемам выборка, да, это не так страшно, но там для сотрудника, у которого в переписке может быть, например, информация, ну, например, медицинского характера, да, если это дополнительно там раскрывается какой-то третьей стороне, ну, может быть, ну, не совсем этично, да. У нас в нашей стране, поскольку никакой регуляции нет, то есть в Штатах, да, если у вас используется TAF в ходе Discovery, то зачастую вас обязывают раскрывать вот эту вот самую выборку, плюс еще небольшие валидирующие выборки, которые признаны нерелевантными для того, чтобы убедиться, что у вас модель работает правильно и ничего не пропускает. У нас, поскольку в принципе регуляций никаких нет, да, вас никто не обязывает это раскрывать, но и сами по себе результаты Discovery, да, тоже не будут приняты как доказательства. То есть вы можете облегчить свою работу для поиска информации вот такими вот машинными алгоритмами, но в результате только напишите заключение специалиста, да, которое будет предоставлено в суде. Или отчет для клиента. И там, возвращаясь к извлечению именованных сущностей, я хотел показать, а для чего это в принципе может быть нужно. Опять же, на примере Алисы в «Стране чудес». Я по Алисе тоже прогнал извлечение именованных сущностей, и для каждого абзаца она у нас выделила те или иные виды именованных сущностей. То есть это person, организация и так далее. И, ну, да. Если у тебя, например, кто там... Не, ну я вижу, он там Wonderland, видимо, организация. Да. Для чего это может быть нужно? Я тут немножко поколдовал с данными, построил граф связей. Граф связей построил по тому, что один и тот же персонаж упоминается в одном и том же абзаце. Это вообще бесплатный инструмент, пока вот он сейчас в Юху строит? Да. Это бесплатный инструмент, который доступен до 3 пользователей. Здесь может одновременно работать. Он в бесплатной версии ограничен. И, соответственно, здесь вот у нас вот этот вот наш граф связей построен. Толщина линии – это то, как часто они вместе упоминаются. Ну и, естественно, в центре у нас Алиса, королева. Если бы это у нас был, предположим, массив Энрона, мы могли бы, например, построить граф от того, который бы рисовал нам, кто кому пишет. То есть граф коммуникаций. Угу. И вот мы могли бы, в принципе, каких-то ключевых фигурантов из этого всего выделить. Слушай, мне вот например, сейчас стало интересно, знаешь, если взять, скормить, допустим, значит, этой системе банально одну из повестей про Шерлока Холмса, получится ли там в итоговых графах, типа, знаешь, как говорят, все указывает на этого самого... Но здесь это все-таки несколько такая синтетическая история, да, это связи именно по тому, кто упоминается вместе в одном абзаце. Ну, а можно же расширить не только в одном абзаце. Можно. Можно, например, строить по-всякому. Тот граф, на самом деле, который вот здесь вот построен, да, его можно, например, скормить вместо того, чтобы строить это в этой системе, да, это можно скормить, например, Мальтега. И оно вам построит более красивый, насыщенный график, потому что там другие поля можно будет подсветить, присоединить. Ну, в принципе, на этом, наверное, моя демонстрация окончена. Я могу еще рассказать про те проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся. Конечно. Первая основная проблема – это то, что я уже раньше говорил, это касается персональных данных. Поскольку это все очень часто проводится либо как внутренние корпоративные расследования, либо как досудебная история. Очень-очень
сильно играют вопросы, связанные с перс-данными. Важно понимать, где расположены сервера, на которых обрабатывается информация. Ну, например, вы решили обработать это на сервере, расположенном в каком-нибудь облаке. Ну, например, DigitalOcean, Amazon, Microsoftское облако. Неважно. Данные уехали. И внезапно вы читаете 152 ФЗ просто потому, что данные о субъекте, персональные данные, зачастую являющиеся специальной категорией персональных данных, уехали на сервер, физически расположенный, ну, например, в Европе. А это значит трансграничная передача данных. Вы обязаны со всех субъектов, информацию которых вы передали, получить согласие на передачу, на обработку и трансграничную передачу персональных данных. Вот. Плюс очень большие требования по безопасности этой системы. Потому что информация, которая там содержится, она носит крайне конфиденциальный характер. Переписка сотрудников, да, плюс информация, которая содержится в этой переписке, зачастую может представлять коммерческую тайну, вплоть до медицинской конфиденциальной информации, когда, ну, яркий пример из моей собственной практики, да, я себе на рабочую электронную почту перед командировками отправлял результаты тестов ПЦР. Да? Это медицинская информация, да? Она строго конфиденциальна. И если, например, кто-то попробует провести процедуры и Discovery на почте, где содержится такая информация, ну, им нужно предпринять какие-то усилия, во-первых, чтобы эта информация из платформы Discovery никуда не утекла, а во-вторых, чтобы эта информация, которая чаще всего не относится к области проверки, сторонним лицам не попала. Ну, например, да, производится раскрытие в рамках Discovery. Такая вот информация, если она не относится к области проверки, она не должна быть раскрыта. А если относится к области проверки, то должна быть отредактирована. Ну, например, замазано имя и фамилия. А в российских реалиях насколько вообще высока возможность получить у всех фигурантов, да, вот это разрешение на трансграничную передачу? Как это обычно выглядит? Если мы говорим про внутреннее расследование, да, оно тоже начинается с интервью с кастодианом. Начинается оно с того, что ему объясняют суть происходящего. Обычно присутствует его руководитель, обычно присутствуют юристы, у которых на руках вот это самое согласие. Ему объясняют суть вот этого самого расследования или исследования, и в зависимости от того, что происходит. И ему предлагается подписать это самое согласие. Если человек согласие не подписывает, у руководства начинает возникать вопрос. Ты не подписываешь согласие, тебе есть что-то скрывать? Никакая твоя информация, являющаяся личной, тем более на корпоративной почте, где личной информации по-хорошему быть не должно, не будет раскрыта. Мы примем все усилия для того, чтобы анализировалась только информация, которая имеет отношение к области данной проверки. Опять же, если сотрудник не соглашается, его физически заставить подписать, да, никто не имеет права. Его можно только попытаться убедить. Если он не согласен, это уже на усмотрение для принятия решения его руководства. Если это какие-то крупные расследования в рамках, ну, например, запроса регулятора Американской комиссии по ценным бумагам, например, да? Если сотрудник упирается, отказывается, его очень убедительно просят подписать, потому что в противном случае компании грозят многомиллионные, даже иногда миллиардные штрафы. Вот. Это то, что касается консентов. Но из нашей практики вот то, что использование машин-лернинга, оно в разы ускоряет процесс. Да?
если в случае с классическим ревью вам нужно отсмотреть все, что содержит ключевые слова. И на массиве из 200 тысяч документов это от 25 до 10% релевантных. Достаточно большой объем, который нужно отсмотреть руками. А обучающая выборка, она сильно меньше получается. И просто обучив вот этот вот самый алгоритм, вы сразу получаете, во-первых, наиболее релевантные документы в первую очередь, а во-вторых, получаете их быстро. Ускорение, оно получается до 2 до 4 раз. То есть с использованием вот таких вот машинных протоколов, машинных алгоритмов вы процесс анализа достаточно больших объемов то есть уменьшаете в 2 раза минимум. То, что фильтрация, дедубликация, это как бы классические вещи. Да? И есть еще на самом деле подход, когда у нас запрос пришел, например, от регулятора, и его нельзя менять. Тогда какой, собственно, смысл загонять это все в платформу eDiscovery и там это все перечитывать, если в платформу eDiscovery приезжают как релевантные, так и нерелевантные документы, содержащие или не содержащие ключевые слова при классическом подходе. Если у нас заранее четко определен список ключевых слов, то иногда имеет смысл заранее отфильтровать только те документы, в которых содержатся ключевые слова, если у нас заранее есть подготовленный, согласованный список ключевых слов. Это уменьшает количество документов, которые приезжают в платформу eDiscovery. Это зачастую связано с тем, что в платформе eDiscovery у вас, если это не вот такая вот open-source бесплатная система, а какая-нибудь платная, то вы зачастую платите за объем документов, которые вы в нее загрузили. Uh-huh. Это может быть связано с договором с производителем этой самой системы, потому что некоторые производители берут именно с вас деньги именно за тот объем, который вы в систему загрузили. Или какая-то неочевидная история, например, если вы хостите эту систему в облаке, то, естественно, за дисковое пространство вы платите. Соответственно, уменьшая объемы загруженной информации в систему, вы, с одной стороны, увеличиваете скорость, с которой эта система работает, потому что разница искать по 200 тысячам или по 2 миллионам документов, это немножко есть разница. И деньги, опять же. Деньги и скорость работы. Тогда получается, что вот эти open-source инструменты, они могут очень хорошее подспорье сделать. То да. Есть, сначала ты тут анализируешь, потом уже выход загружаешь в платную. Да, например. Но это даже не в eDiscovery инструментах делается, это зачастую в классических форензик инструментах. У нас же в том же самом FTK есть возможность поиска по ключевым словам. Да? И отфильтровав в такой вот форензик туле сначала информацию, а потом загрузив ее в eDiscovery, позволяет сэкономить немножко денег и ускорить процесс работы. И, как я уже говорил, всякие аналитические вещи, которые есть в самих платформах, они тоже позволяют скорость работы увеличить. Например, то, чего нет вот в этой вот DataShare, это нет так называемого концептуального поиска. Как это выглядит? Я в строку поиска вбиваю слово «футбол» на английском. Мне возвращаются в том числе документы, содержащие слово «сокер». Нюансы американского и британского английского, да? Я вбиваю слово «Ленина», мне еще и партия возвращается. Типа того, да. То есть поиск происходит не по написанию, а по смыслу. То есть вот тоже за счет какая-то семантическая связь, еще. Да.
И вот этого здесь нет, и это зачастую позволяет ускорить поиск. Плюс оно при этом группирует документы по смысловым категориям, то есть кластеризует, собирает документы в кластеры. И, например, если мы берем один документ из кластера, смотрим на него и понимаем, что вот это вот документы, которые похожи и отличаются незначительно, но при этом нерелевантные. И мы их все отмечаем как нерелевантные просто потому, что это вот категория документов, и она нерелевантна. Или наоборот, мы видим какой-то документ релевантный, опять же, там в системе нажимаем на кнопочку и говорим: а дай мне больше похожих вот на это вот. И система ищет не по ключевым словам, а по совокупности. То есть, что документы по смыслу и, возможно, по какому-то содержанию похожи на тот документ, который мы признали релевантным. Это позволяет тоже ускорить поиск. За время моей работы с платформами Indiscovery я столкнулся, помимо английского и русского, с китайским, азербайджанским. С эльфийским нет, не было. Вот только эльфийского не было, а все остальное, по-моему, было. К сожалению, да, вот эти вот платформы далеко не со всеми языками хорошо работают. А есть, знаешь, в этих системах какой-то вариант поиска, ну что ли, по подозрительному контенту? То есть, допустим, обнаружено 150 документов, написанных только какими-то символами там из шрифта Wingdings там, или смайликами. Они чаще всего Ну, ты имеешь в виду для того, чтобы искать всякую стеганографию и прочее? Ну, это даже не стеганография, а просто вот люди... Это же не то, что что-то невидимое встроено в документ, оно видимое. Это все-таки не совсем про это, да? Это вот такого рода вещи, если ты в ходе анализа сталкиваешься с чем-то непонятным, ну, точнее, юристы, которые читают документы, да, если они сталкиваются с чем-то непонятным, они чаще всего такие документы помечают как техническая проблема, либо требует дополнительного исследования. И если что-то вот такое вот было помечено как требует дополнительного исследования, оно уже попадает в руки форензик-специалистов, которые эти документы анализируют. Так для того, чтобы этот документ попал к юристам, система должна его как-то пометить, что он подозрительный, там, что что-то многовато тут у вас смайликов прям. Но это уже на самом деле зависит от удачи. Да? Есть в форензиковых пулах, ну, не знаю, во многих, но в нескольких точно есть, когда там есть такая нода, как strange items, то есть странные какие-то вот... Да, смотри, когда ты делаешь вот такую вот кластеризацию, категоризацию автоматическую, у тебя всегда есть опция так называемых аутлайеров. То есть у тебя документы попадают в какие-то категории, да, и при этом у тебя есть документ, который ни в одну категорию не попадает, который выбивается из всех признаков, которые... Да, хороший вариант. В принципе, всегда имеет смысл смотреть аутлайеры. Еще что нам сильно помогает при анализе, мы смотрим частотные словари так называемого корпуса, да, языка, который загружен в систему. Это зачастую тоже помогает, потому что у тебя может быть специфический сленг в той или иной компании, в той или иной отрасли. Или, например, кто-то может использовать транслитерацию. У нас был случай, когда в одной компании переписка велась на русском, но при этом сами сотрудники сидели в Европе, клавиатуры у них были латинские, и сообщения они просто транслитом набирали почту. И пойди ты так сходу определи, что тебе ключевое слово надо составлять не на русском, а транслитом. Или литом, например, да? Известный язык. С одной стороны, это довольно много всяких интересных вещей, связанных с дата-аналитикой, в том числе. С другой,
есть пересечения, связанные с классической компьютерной криминалистикой. Ну, например, идет анализ документов, в ходе анализа выясняется, что вообще должен быть еще один документ, содержащий релевантную информацию, но в нашем массиве его нет. И вот начинается процесс классической компьютерной криминалистики, когда расследуется, а куда же, собственно, этот документ делся, а потом выясняется, что вообще-то сотрудник применил специальные средства для удаления этого самого файла, предварительно скопировав его на внешний жесткий диск, потом находится этот самый жесткий диск, на нем находится этот файл. Юристы счастливы. Хорошо. Ну, я предлагаю на сегодня уже заканчивать. Юра рассказал очень много интересного всякого. Вот. Юр, можно ли к тебе прям по этим номерам обращаться, в Телеграм писать, как я понимаю? Да, можно писать. Вот телефон у меня привязан к Телеграму. Угу. Вот, можно обращаться. Буду рад. Ну и Юра находится у нас в чате нашего канала. Ссылка в описании будет. Пожалуйста, приходите. Юра, кстати, один из наиболее часто отвечающих там членов комьюнити нашего, поэтому вы всегда можете прийти и что-то спросить. Даже по сегодняшней теме он всегда вам ответит. Ну, я просто знаю, что Юра вообще человек очень отзывчивый, поэтому он всегда поможет с ответами на ваши вопросы. Юр, спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Сегодня был с нами Юрий Тихоглаз. Пожалуйста, пишите в комментариях какие-то моменты, которые вам понравились, не понравились, вопросы, замечания. Мы всему будем рады, на все постараемся ответить. Всем пока.